Добрый день, друзья, с вами капитан Дэн Электрозмей. По просьбам подписчиков, что такое современный умный дом на базе KNX. Не раз сталкивался с такой проблемой. Электрики, не знающие ничего об умных домах, при виде вот таких релюшечек красивых и просто впадают в ступор. Говорят, нет, к этому подходить не будем, мы ничего не знаем, не дай бог испортим, ничем это не заканчивается. На самом деле не так страшен черт, как его рисует. Да, вот вы на картинке видите вот компьютер, где специальная программа, базовый сертифицирующий курс. Это такой талмудик не кислый, который в принципе доступен при желании, кто хочет приобщиться. То зачастую обычный электрик может столкнуться с этим. Обязательно там заниматься каким-то сложным программированием для того, чтобы что-то понять, вычислить и может быть даже починить. Что, поехали? Значит, как любая система, так и умный дом не может обойтись без блоков питания. Вы видите два ярких образца. Этот бренд MDT, немецкий, недорогой, но очень качественный. Но, тем не менее, он существенно дороже. Вот есть китайский, так называемый Manwell, известный бренд, как выяснилось, и я их применял, вполне себе неплохой. Но некоторые там продвинутые KNX-еры, они как-то так с недоверием относятся. Тем не менее, в нескольких местах уже их использовал, ставил. Прошло больше года, надеюсь, пройдет больше. И, в общем, они стоят, работают. Отличие этого блока питания от какого-то любого другого: они дают напряжение порядка 30 вольт, там 29-30 вольт в шине питания идет KNX. Но фишка в том, что там даже нарисовано там на картинке, что у него там не просто питание, а у него замешано, скажем так, вот постоянка и переменка — это данные и цифра. Шина состоит из двух проводков. То есть это более ярко видно вот на этой релюхе. Здесь уже два проводка подключены, тоненьких. Они специально сделаны четырехконтактные, каждая клемма, чтобы можно было шину разветвленную подключать, куда-то разветвить, соединить. Они бывают там всякие навороченные, с какой-то диагностикой, еще с чем-то. Основной параметр, который, как и во всех питаниях, это его мощность. Скажем так, левый блок питания, там по аббревиатуре уже понятно, что это 1280, а этот 640 мА. Блок, без которого ничего не будет работать. Если ничего другого нету, то бесполезно что-то делать. Замешанные данные и напряжение на одну шину, на одну двухпроводную шину. Следующий блок, который нам обязательно понадобится, без него не обходится практически ни один умный дом, поскольку в любом доме, в любой квартире у нас первое, что у нас, это свет. Значит, это обычная релюха. По фирменному это называется актор или актуатор. По-русски это релюх. Видно даже, что вот клеммочка раз, группа 2, 3, 4. Это данные четырехканальные, они такие же бывают 8, 12, 16, даже там большие какие-то 20 и больше. Выгоднее, конечно, брать сразу большие. Если у вас дом там на 16 или там на больше групп света, лучше сразу брать большие. Выходят из строя они не часто, они достаточно защищенные, именно вот особенно световые, там как с ними проблемы редко бывают. Но тем не менее, если вы хотите, то есть в каждом блоке, там в чем вообще фишка умного дома, это чуть вперед забегу, у него в каждом свои мозги. Если вот этот блок сдохнет, то он перестанет там обмениваться телеграммой, еще чем-то, но если вы разбили систему не 16 там в одном, а 4 по 4, это будет несколько дороже, но один из блоков сдохнет, у вас всего лишь 25% света в этот момент перестанет управляться. То есть с точки зрения безопасности, может быть, где-то не стоит слишком огромное устройство брать, но это уже забегая вперед. Все работает, все просто. Снизу приходит питание. Если вам надо проверить просто работоспособность шины, вы хотите убедиться, что все работает, просто тестером вот туда проводочек подсовываете, замеряйте, должно быть 29-30 вольт. Если там просело, я сталкиваюсь с тем, что просадка до 20 вольт еще работает, устройство работают, там огоньки горят, что-то происходит. А меньше уже там 15-17 уже все может гаснуть и не работать. Такие случаи бывают: сгорел блок питания или где-то на шине какая-то что-то подзамкнуло, залило. Но это надо тогда будет вычислять, что уже на шине. То есть первым делом мы проверяем питание. Все, приходит питание, значит релюха запитана, все, огоньки там работают. Дальше, вот здесь вот все сделано просто. Вход-выход, вход-выход. То есть они могут вообще с разных фаз быть запитаны. Это абсолютно независимые релюхи. Они там не имеют ни общего нуля, ничего. Их общее только питание, которыми управляет по 29-30 вольт. Здесь есть кнопочка там для программирования, пока вам это не надо знать. Вот эти кнопочки могут включать их вручную. Там загорится огонек, сейчас не подключено. То есть для тестирования вы можете пощелкнуть релюхами. У некоторых бывает такая лапка нарисована, то есть manual режим только с лапки выходит. Здесь manual режим автоматически. То есть вы нажали,
релюха замкнулась, значит с кнопок она работает. То есть она дышит. Дальше это уже программа, это более сложнее. Значит, какие еще бывают релюхи? То есть это как бы самое распространенное. Следующее по распространенности идет реле демирования. Тоже надо читать инструкцию manual. Он рассчитан на демируемые нагрузки. И у него здесь есть уже 0 фаза и выход. 0 фаза, выход. 0 фаза, выход. То есть вот это 4 группы. То есть А, Б, С, Д, так же как в той. Программирование тоже включается вручную. Если держать, он плавно будет включать. Если нажал, включил, нажал, выключил. То есть тонкости программирования это позже всего, они сложнее немножко программируются. То же самое, у нее питание, вот данные 2 клеммы, все, подал правильно, минус сюда, плюс сюда, все работает. В данном случае вот эта релюха у нас хитрая, универсальная, АКУ, там по аббревиатуре Universal Actor на 8 групп. То он может работать как 8-контактное обычное реле, поэтому универсальный, то есть это видно, если посчитать, тут 16 клемм, то есть 8 входов, 8 выходов. И также оно сейчас изначально идет у нас АБ, а независимый, то есть включил АБ, выключилось, то есть как шторы. То есть изначально они запрограммированы как шторы, поэтому вот эту штуку просто так включить нельзя. То есть вы можете переключением клемм выбрать группу, начнет мигать, и выключить, включить, но она включится там на несколько секунд, там на минут, то есть как бы проверить работоспособность ее можно. То есть она замкнет контакты, откроется штора, закроется шторы или выключится свет, лампочка, но без перепрограммирования она сразу не будет работать. Да, вот здесь видите, фишечка не стоит, вот тут всего 2 клеммы, это вот фишечка, она съемная. Вот, то есть чтобы проверить эту систему, вот достаточно как бы вот тестера и проверить там входа-выхода. То есть здесь входа уже через автоматы идут, то есть тут ничего сложного. То есть если какая-то проблема с умным домом, проверяем питание. Тут должно что-то гореть, естественно, если не горит, значит проблема, значит уже думаем, там, кого вызвать или самому знания поднимать. Это как бы база, там есть еще всякие, в принципе, они аналогичные релюхи, которые используются для управления климатом, для управления вентилями. Есть такие же релюхи, модельки с управлением по 0,10 вольт, там более плавное открытие-закрытие этих вентилей, там, или что-то еще, демирование. А это уже как более сложное устройство. В принципе, базовый принцип работы, он аналогичен вот этим 3. Вот дальше сложность, дальше начинается какая? Это уже надо что-то соображать. Значит, есть такая девайс, как USB, ну, по-русски скажем, адаптер, да, интерфейс. Он подключается также на шине, вот фишечка вынута просто не там в коробочке. И уже через него можно подключиться компьютером к этой сетке и посредством вот такой программы. Эта программа называется ETS, в данном случае 5-я версия. Вот она уже вышла 6-я, они в принципе платные, но там для тех, кто отучился, там есть некоторые скидки, можно какую-то демо-версию поюзать достаточно долго. И успешно для небольших проектов может и демо-версии хватить, как бы, если не париться, да. Но это уже надо постигать азы программы. Хочется еще дальше сказать, значит, вот это вот все оборудование, оно ставится в электрическом шкафу, щите. Да, некоторые по этой причине делают на разных этажах разные щиты, чтобы провода тянуть поближе, да, до щита, до управляющих устройств. И главная проблема умного дома, которую сталкиваются некоторые товарищи у нас, это то, что им нельзя управлять обычными кнопками. То есть у вас остаются 2 варианта. Либо ставить специальные, вот, к сожалению, здесь на видео нету, но можно в сети посмотреть, есть специальные красивые всякие сенсорные кнопки, они так называют, сенсоры все эти. Есть сенсоры, датчики движения. И есть так называемые бинарные входы, о которых я уже рассказывал. Значит, это модуль бинарных входов. В данном случае от Гиры 2-канальный. Такую штучку можно просто засунуть в подрозетник. Подключить также, вот здесь есть фишечка, шинка умного дома подключать, все такая же вот красненькая, 2 проводочками. И подключить к шине, которая идет через все розетки в умном доме. И по этой шине уже она будет передавать данные, то есть, естественно, это придется все программировать. То есть один из вариантов проверки умного дома, если что-то не так, что-то там перестало работать, значит, просто вот эти вот выключатели, например, вот этот там или какой-то другой, то есть если у вас подозрение, что-то замкнуло, что-то случилось, вы можете все вот эти вот клеммочки снять, расстыковать, и у вас там выключатель, релюшка отключится, и простейшее диагностирование — это вот все подключать и потихоньку подключать. Может быть, что-то сгорело. Сгорело так, что закоротило линию. Блоки питания защищенные, они тут же блокируются.
Вот я сталкивался с таким, что подключаешь какую-то замкнутую нагрузку сломанную или там где-то замкнутую линию, и тут же блок питания гаснет, показывает аварию. Вот, то есть все сразу станет понятно, что вот на этой линии проблема, с этим выключателем проблема, то есть это вот так вычисляются простейшие неисправности умного дома. То есть первое, это меряется напряжение не соответствует, начинаем отключать нагрузки, и когда там оно восстановилось, увидели, что блок питания заработал, значит вот в этот момент, когда вы что-то отключили, вы отключили какую-то замкнутую нагрузку. То есть можно спасти умный дом частично, отключив то, что так же, как обычный умный дом, это управляющие шины данные, на которые висят все исполнительные устройства, выключатели, специальные панельки красивые, которые дают команды уже в шину, и дальше происходит управление. Как это происходит? Все просто. Минимальная структура, адресация, значит, здесь сделана минимальная структура. Предположим, у нас есть блок питания. Он у нас дает питание в шину, и он может давать еще какие-то данные, если блок умный. В базовом варианте простейший блок питания просто работает, либо не работает. Двухпроводные шины данных и питание, и все по ней происходит. У блока питания нету никакого специального адреса. Есть какой-то сенсор. Вот он так вот нарисован здесь. То есть это может быть кнопки, может быть датчик движения, может быть бинарный вход. У всех устройств означаются так называемые физические адреса. Видите, они сделаны через единичку, 1.1.1, а там 1.1.2. По умолчанию программа автоматически подряд вот так 1.1, 1.2 и пошло-поехало, она их назначает. Если у вас есть какая-то структура, тоже не буду забегать вперед, то есть бывают сложные объекты, где там этажи или какие-то группы девайсов, разделенные какими-то каплерами, еще чем-то. Можно вот эти вот первые фишечки тоже менять. У индивидуальных адресов в любом случае трехуровневая структура. То есть вот на этой картинке видно, первая циферка может быть от 0 до 15, вторая тоже от 0 до 15, они там даже называются, это область, это линия, это шинное устройство. Устройство от 0 до 255. Адрес этого устройства: Болдина, дом 16, город Пермь. То же самое здесь. То есть вы знаете, что область это вот Пермь, грубо говоря, линия это там какая-то улица, а это уже, грубо говоря, дом. Квартира это внутри у него. То есть это как бы адрес самого устройства, самого девайса, самого вот, грубо говоря, вот этой коробки. То есть у него вот можно сюда его записать, его запрограммировать, у него есть определенный адрес. Его нету этой клеммы пока. Мы пока зашили только устройство, вот оно появилось, и у нас, покажу, в программе появился его, скажем так, образ, его схема, как Excel табличка показывает, что вот это устройство и что у него внутри. Есть такие называемые групповые адреса. Не будем забивать здесь голову, на этой схеме более понятно. Это адрес самого устройства. А групповой адрес пишется через слэш, через косую черту, и это фактически адрес функции. Ну, функции, то есть конкретной клеммы, можно так сказать. То есть обычно как делается? То есть вот мы берем ролюху, такую или такую, и в программе, значит, устройство общий адрес какой-то получило физический, а групповой адрес присваивается, скажем так, включению света группы 1, включению света группы 2, группы 3, 4, так также быть 1, 1, 1, 1, 1, 2. И зная то, что у нас проводки подключены по порядку к этим клеммам нужные, мы им присвоили эти адреса, то есть фактически мы, как бы этим клеммам присвоили, что у нас на этом адресе, то есть мы эти клеммы привязали к этим адресам. А прелесть дальше в том, что в программе мы можем к этим же адресам привязать любые другие устройства, кнопки. Мы можем к этой релюхе привязать там хоть 10 кнопок. И все эти 10 кнопок будут параллельно управлять вот этой клеммой. Фактически привязка к проходному выключателю. Там есть одна фишка, что у любого устройства есть два адреса на самом деле. Простого. Это адрес непосредственно исполнительный, да, то есть адрес вот этой клеммы, грубо говоря, и есть адрес статуса. Это делается для того, чтобы пустить отклик, что я включилась, чтобы все устройства поняли, что сейчас реле включено, и что теперь следующая команда у нас пойдет выключить, изменить статус. И это также влияет на то, что есть кнопочки с подсветкой, то все кнопки при включении одной кнопки, они изменят свой статус на включено, изменится светодиодик, там, например, с белого на красный. В более каких-то сложных устройствах, таких как, например, диммеры, там уже несколько адресов вот этих групповых, то есть один адрес, грубо говоря, который отвечает за включить-выключить, и его статус, естественно, что он включился или выключился. Статус там одного диммирования относительно и абсолютного диммирования, то есть несколько адресов. Получается уже как минимум 3 адреса командных, и адрес еще, и 3 адреса, значит, откликов вот этих состояний. Поэтому уже там порядка 6 адресов программируется в это устройство. Также здесь может быть еще адрес для всяких визуализаций, изменения шага диммирования. То есть тоже дополнительный адрес, который будет уже 7-м, грубо говоря. Поэтому вот это устройство уже как бы описывать, программировать немножко сложнее. То есть самые простые релюхи.
То же самое, какое-то устройство управления, ну, в данном случае это универсальное, шторы, там, время, вот это вот программируется, открытие, закрытие. И тут тоже будет несколько адресов. То есть, ну, тут как две группы контактов, просто взаимозависимость. То есть, одна релюха включается там на 3 минуты, грубо говоря, закрывает шторы. Если вы нажали стоп, она должна остановиться, ничего не произойти. Еще раз нажали, пошла в эту сторону, в другую нажали, пошла в другую сторону. Вот. И они взаимоблокирующие. То есть здесь просто взаимозависимые релюхи, они просто изначально прошиты так, что одна включена, вторая должна выключиться. Климатические всякие штучки, которые тоже, как обычная релюха, похожи вот на эту. И зачастую даже в каких-то обычных ситуациях не парятся, не покупают какие-то специальные релюхи, которые рассчитаны. Ну, свет типа рассчитан на сотни тысяч, а те на миллионы включений-выключений. Потому что, дескать, климатика, она работает там тых-тых-тых-тых постоянно больше, чем свет. Некоторые не парят, ставят световые, они там чуть-чуть дешевле и доступнее. А релюхи это то же самое, включил, закрыл, открыл вентиль. Да? То есть они управляются просто с какого-то другого девайса, термостата, который там анализирует температуры и уже дальше командует, куда что включить и зачем, и когда и почему. Есть такие же устройства, у которых еще по 0,10 вольт управления. Они в зависимости от изменения температуры могут дать команду там совсем открыться, чуть-чуть открыться, там напополам открыться, закрыться. То есть это уже тоже более сложно, описывается более сложными адресами. Это что касается адресации. Попробую показать воочию это в программе ETS. Я сейчас попробую взять какой-нибудь, ну не знаю, предположим, вот один из последних. Там можно, он при загрузке меня спросил, там можно всякие пароли поставить, чтобы никто с этого компьютера не мог зайти и не мог ничего сделать с вашим проектом. У меня здесь два димируемых блока четырехканальных, тут видно по названию 4x, Dimming, FV, там та-та-та, это их название. Аналог output 1 АББшный и 3 Берхера, они все примерно одинаковые. MDT, он просто был запрограммирован, я немножко тут менял программу, в общем, сейчас типа вот зелененький, это флажки, что все прошито, все на местах. Дальше я покажу сейчас вам на примере, например, релюхи. Вот, АКК-16, это у нас релюха, вот ее, скажем так, Application это программа, которая параметры у нее. У нее тут внизу две вкладки. Я вот сейчас не видно открыл. Вкладка параметры и вкладка групповые объекты. Он General, у меня тут все. Manual Control включен. Какие-то моды там не включены. Channel Selection. Вот они у меня тут сразу включены. Что она делает? Можно сделать no active, значит у тебя не будет работать этот канал, то есть у тебя релюха не используется, чтобы лишние каналы зря там не опрашивались в Telegram, их лучше не включать. И здесь в принципе есть всего 3 варианта свитчинг, это просто включение переключатель, да. Star Cave Slide это когда делается там хитрая такая фигня, от одной релюхи там 16 ступенек включается, и ты можешь задержкой сделать, что у тебя будет бегущий огонь, то есть там кто-нибудь подошел, датчик сработал, и у тебя ступеньки примерно подгаданные под частоту шагов там будут гореть. То есть не факт, что попало идеально, но можно пытаться подгадать. И есть импульсная, то есть она включилась и сама выключилась. То есть это как бы у нее такая, то есть не программирует что-то кнопками, хитрыми сценариями. То есть сразу можно задать импульс и будет он работать импульсом. Но основная функция у нее свитчинг. Вот видите, у меня все кнопки, ну здесь просто не циферные они, а свитча B, C, D до P, то есть 16. Они все свитчены, то есть для включения, то есть самое простое, как бы то, что происходит с реле. Можно заходить в каждую кнопку отдельно, и тут есть установочки. Можно сделать normally open, normally closed. Это понятно, закрыто, открыто, то есть можно сделать, что они сразу закрыто, а можно сказать, что сразу открыто, то есть сразу нажато, скажем так. То есть ты будешь кнопкой выключать. Можно delay сделать на включение задержку и на выключение задержку. Ну, то есть, типа, команда пришла, а оно не сразу, через какое-то время. Ну, не знаю, для каких-то целей, может быть, это так. Central Function, они мне не нужны, я их не включал. Send State, отсылка состояния стейта. Если изменилось, тут вот есть разные. No Send, вообще, то есть, пассивный объект. Если изменилось и что-то заблокировалось, always, и ты, вот, короче, всегда. Я сделал только, чтобы не перегружать линию, я сделал только при изменении. Изменение какое-то произошло, она статус делает. Stand cyclic 0 no active. То есть циклически это она будет постоянно говорить я закрыт, тоже. Ну, не нужно было на этом объекте, ничего не включали. Все такие функции, которые в каких случаях кто-то включает, все практически выключено. Я могу дальше особо не говорить. Логические функции выключены, они не нужны, здесь сцены выключены. То есть это если более сложно какое-то программу делать,
Это все включается. Просто я ничего не включал. При желании можно все включить. Все. Вот, это мы посмотрели параметры. Здесь есть вкладочка, тут же, групповые объекты. Или если мы вот здесь вот сюда нажимаем, они же тут же высветят. Здесь все, уже все просто. Вот мы видим нашу все. Вот здесь, кстати, удобно можно все подвигать, как в Excel. Фактически это тот же Excel. И все будет понятно. Channel A. У меня даже написано люстры, холл, второй этаж. То есть на первом канале в этой релюхе у нас висит люстра. Можно по-русски написать. Ну, мне так удобно было. У меня меню английское, и на русский сложнее переключаться. Эта релюха подшита к этой люстре. Switch on off. То есть у нее команда идет включение-выключение. State здесь не сделан. Здесь должен быть отклик от этой люстры. Не использую я здесь статус. Дальше все написано. Бра правая на втором этаже. Бра левая на втором этаже. У каждой фигнюшки есть свой адрес. Нормальный проектировщик, он может эти адреса уже заранее, даже вот в линейной схеме прописать, чтобы вы сильно не думали. Вы возьмете и пропишите адреса, которые были. Они будут в документации. И вот, ну, в данном случае здесь было что-то изменено. Вот здесь даже вот что-то не дописано. На самом деле здесь все прошито, все работает. Мы посмотрели релюху, понимали разницу. Не обязательно сейчас вникать. Вот у меня открылся диммер. И здесь параметры. Тоже вот Channel A, свитчинг, тайминг и статус. То есть у него у одного только А канала аж целых тут максимальная. Он уязвимен yes. Самое низшее 0%. Самое мышь. Тут можно поставить просто диммер, чтобы у тебя лампочка, то есть многие люминесцентные лампы, они, например, меньше 20%, они же выключаются. Больше 80% яркость заметно не увеличивается. Поэтому оставить там, например, 15 на 80 или 20 там, на 75. Это уж максимальное значение. Там была какая-то с одной стороны экономия, с другой стороны, чтобы они так вот, ну, не на весь размах работали. Значит, тайминг. Soft fast, это как мы сделали fast, то есть изменение быстрое. Time for dimming. Сделано 5 секунд на диммирование, на включение. Да? То есть можно поставить 0, она будет моментально включаться от кнопки. Ну, короче, то есть тут это все тоже регулирует. Если что-то изменяется, оно отправляет статус. То есть для того, чтобы мы могли знать там в какой-то визуализации, на сколько процентов включен диммер, он будет этот процент отправлять, и программа управления будет считывать и где-то там его в движочке показывать, что у нас на 30% включен диммер. Иначе она будет на бум там что-то крутить, и мы не будем знать, насколько она. Поэтому статус тоже важен. Это как выглядит в параметрах, а в групповых объектах это получается уже. Вот у нас А, у него аж 1, 2, 3, 4, 5 здесь включено. Там не 7, к счастью, а всего лишь 5. У нее идет, вот тут видно даже, подписано 003, одна бит, она switch, это значит только включение. Да? Потом идет dimming, main room тоже, а уже более сложная команда, 4-битная, она dimming, контроль, она диммирует там, да. Потом идет процентаж, который показывает, в каком процентаже это все включилось. И я даже не знаю, статус. Это статус свитча, то есть что с ним там происходит. Там показывает статус того, что он включился и насколько, ну, то есть то, что он включен, да. А статус вот этого диммирования, то есть вот это, грубо говоря, относительно диммирования, она потом будет вот здесь показывать, то есть если тут дать там статусы вот этой команды, она будет показывать, на сколько процентов это включилось. Ну, короче, в диммировании все сложнее. То есть тут вот в данном случае тут 5 адресов завязаны. Еще один процентаж 0,43. То есть это еще какой-то статус. Это статус, это процентаж, а это его статус. Короче, диммер немножко замороченная программа. Дальше тут есть всякие аналог-акторы. Они у меня просто не запрограммированы, потому что я программы там скачал с шины и, в общем-то, все узнал про них. Но здесь никаких адресов нету. Я ничего не... вот здесь что-то включит. Но здесь ничего не прописано. То есть здесь просто вот идет фактически первый канал. Тут по-немецки, кстати, написано 2-байтовая команда типа включения-выключения. Статус и еще какой-то аларм. То есть тут ничего такого прям нет. То есть она включает, а процентаж дает там, по-моему, другой девайс, который вообще стоит. У нас где-то я его делал, например, на первом этаже. В китчене у нас есть девайс room температуры, это этот, а вот и QAD здесь стоит тоже.
Вот квад я прописал. Но я его прописал хитро. У меня не было вот этих параметров. Их вот из башки очень трудно взять. В этих программах есть такая кнопочка диагностирования. И как выяснилось совершенно недавно, вот где-то я там, кнопочка диагностирования, я, к сожалению, вот экран сейчас, вот она наверху, кнопочка диагностирования, у меня открылась диагностирование. Но сейчас у меня не подключена к шине, она ничего не продиагностирует. Я могу посмотреть. Вот здесь мониторинг шин, если я включаю, тут начнутся по очереди, видно будет телеграммы, кто, чего там включился, что произошло. И нажимая какие-то кнопочки, ты можешь увидеть, что от этих кнопочек пошли вот эти какие-то адреса. И их уже там придумать, сопоставить, кому, чем они управляют, какой релюхой и так далее. Но это та себе еще задачка. А тут, оказывается, как недавно выяснилось, есть, например, ты сначала можешь индивидуальные адреса вычислить. Устройство режим программы просто проверка. Сканирование линии есть. То есть ты берешь линию, магистраль. Вот у меня тут она уже что-то сканировала. Ну, сейчас не видно, она, видно, все стерла, да. В общем, у меня было здесь все линии, все было видно. То есть ты сканируешь, они тебе показывают все адреса, которые заняты. Это волшебство, то есть ты понимаешь, какие адреса вообще есть в системе. Дальше, ну это, конечно, муторно, это проще надо запрограммировать, нормальные программисты не хотят. Ты можешь конкретно индивидуальный адрес проверять, проверка наличия, есть он, нету. Вот, можешь ввести режим в режим программирования, нажать кнопочку PROG, устройство старт, и она только это устройство, которое ты нажал. То есть ты не знаешь, на каком адресе устройства, ты нажимаешь на нем PROG, нажимаешь в программе старт, в режиме программирования она показывает, на каком адресе сидит устройство. Зная адреса, которые есть в системе, сейчас у меня ничего нету, к сожалению, она ничего не запомнила, что было. Ты говоришь считать, все, вот это вот все я считал вот таким образом, узнав, это у нас какой адрес устройства, сейчас еще раз посмотрю. Я не вижу, это вот этот аналог актор, вот это, да? Да. Ну вот, это там 1.1.12 аналог актор. И она вот эти все адреса она показала. Но они показались, там не было вот эта вот функция объекта, какая температура, что, то есть надо знать либо наизусть, либо таблицы иметь. А мне показал вот эти префиксы через квадрат каркозябу. 1, 3, 6, 3, 14 и метода научного тыка, поскольку я тоже не гиперопытный, я включал здесь всякие вот параметры, там вот. Я нашел, что он к 4-му входу подключен физически был видно. Я начал включать там защиты какие-то, что-то. Начал мучить этот термостат, что у него включено, что выключено. И включая, переключая, тут оказалось две системы подключены, там какие-то еще источники температуры внешние, что-то запрещено. Это, в общем, у меня отобразилась как раз вот эта сетка вот этих вот первичных как бы цифр. Я не знаю, как их назвать, номер, да, сейчас номер. Это номеров, грубо говоря, номеров там под адресов, да. И она мне дальше, я подставляю в эти подадреса то, что я скачал об устройстве, ну уже так, чтобы себе глазами лучше видеть, я понял, что у меня чем управляет, то есть что чему этот адрес. То есть я потом вот это вот написал, а я не знал, это у меня не было. Например, температура внешнего датчика. Все, я узнал, что вот к трешке привязана температура внешнего датчика. Дальше, уставка температуры, я ее сюда воткнул. Текущую, то есть вот это все, оно у меня расписалось. Видите, в температурных контроллерах там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аж адресов. Вот, херова тьма. Вот, и вот эти все адреса, ну не все, большая их часть, она мне пригодилась для визуализации. То есть я не перепрошел программу, ничего не менял, не изменял, я просто их вычислил. Для себя сопоставил, что чему соответствует, и уже на основе этих адресов я могу программировать на iPad управление. То есть не перепрограммировать программу, потому что иначе мне пришлось бы все стирать и на свой сын. То есть в принципе вот это я сейчас могу ввести обратно в это устройство, оно не прошито, оно как было там кем-то когда-то прошито. Проблема умных домов именно в том, что если человек не оставляет эту программу в EGTS уже разметку, то из устройства можно вытащить в виде каких-то таблиц, то есть ее как бы по крупицам приходится восстанавливать. Это, если целиком все это делать, это объем работ, сравнимый с тем, что все равно заново запрограммировать. Программисты за это опытные не очень берутся, им не интересно, им интересно побыстрее, побольше денег заработать, а в чужой, кто там что напридумал, разбираться никто не хочет. Но для цели визуализации, когда ты не собираешься сильно менять программу, а у тебя задача главная вычислить, какие адреса куда идут, для чего, и подсунуть их уже в iPad, которые там эти адреса ему нужны, чтобы управлять,
То есть я, например, понял, где у меня уставка, где температура, где включить-выключить. И, в общем-то, это мне очень помогло. То есть у меня вот этот теплый пол уже на iPad запрограммирован, это будет в отдельном видео. Для начала я, по-моему, до хрена рассказал. Начиная, скажем так, с системы, с механики и заканчивая уже частично программированием. То есть, может, кто-то, кому не интересно, с Эль-Ави. Но вот так вот устроена ИТС-ка, и так все работает. Тут куча еще всяких дополнительных окошечек. Но это в дебри будем лезть дальше при желании, при ваших откликах, если вам понравилось. Спасибо. С вами был Дэн, капитан Дэн Электрозмей. Пока. Take it on.